Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это мой кабинет на 5-м этаже. Владимир Широков всегда хотел быть атомщиком и никем больше. Даже отказался служить на дизельной подводной лодке и добился того, чтобы взяли на атомную. Вся жизнь в одной отрасли – это не только его личные 40 лет, отданные профессии. Это судьба всей семьи. Уроженец Курганской области в Поволжье Владимир Иванович оказался, потому что здесь, на молодом атомном предприятии, нашлись рабочие места и для него, и для его супруги. Когда за столик с друзьями даже, это производственное совещание. И сейчас дома уже, когда мы одни собираемся, недавно что-то было, то же самое производственное совещание. Реакторы, турбины, насосы, ну и так далее. Так что это везде в крови. И такие производственные совещания, как правило, проводят в нескольких поколениях Широковых. Владимир Иванович и его супруга, а также 3 их сыновей и невестка. Вот за безопасностью на своем участке следит Сергей Широков, техник службы ядерной безопасности реактора ВК-50. Это единственная в России действующая установка с прямой подачей пара, и это лишь одна из составляющих уникального учреждения – научно-исследовательского института атомных реакторов. Опытную станцию во второй половине 50-х создавали как площадку для испытания новых типов атомных энергетических реакторов. И вот уже 7 десятилетий список задач, которые решает институт, только расширяется. ВК-50 – это старейший в мире коммерческий реактор. Это значит, что тепловая и электрическая энергия, которая вырабатывается здесь, выдается в сеть. Благодаря этому реактору отапливаются здания на территории института, а также горит свет в жилом квартале, построенном на западе Димитровграда специально для сотрудников НИИ. Идею создания установки предложил отец-основатель отрасли Игорь Курчатов. Исследования, которые проходят здесь, помогают повышать безопасность и эффективность атомных реакторов. Да и сам реактор построен настолько надежно, что современным специалистам удалось модернизировать его с тем, чтобы он прослужил еще не 1 год. ВК-50 – это надежность, проверенная годами. Начиная с 2021 года мы проводили большие ремонтные работы, которые в настоящий момент позволили нам продлить срок эксплуатации реакторной установки до 2030 года. В Димитровградском институте самое большое число исследовательских реакторов на квадратный километр. Здесь их 6. Причем исследования, которые проводят на них, далеко не всегда связаны с энергетикой. Большинство топазов в природе бесцветные. Необычные оттенки – это сочетание случая и очень длительного времени. Все оттенки синего ювелирные камни приобретают здесь благодаря облучению. Камни помещают в стаканы из алюминия, затем эти стаканы размещают в контейнере, который заполняют гелием и закладывают в канал реактора РБТ. Для того, чтобы получить различные оттенки цвета, от бледно-голубого до насыщенно-синего цвета, который коммерчески более дорогой и востребованный на ювелирном рынке, нам приходится облучать топазы в реакторе от нескольких суток до месяца. Так что про абсолютное большинство таких топазов, как минимум в отечественных ювелирных салонах, можно уверенно сказать. Чтобы стать частью украшения, они ждали на складе НИИАРа в Ульяновской области, единственного в России предприятия, которое окрашивает ювелирные камни этого типа, причем и для зарубежных заказчиков тоже. Впрочем, РБТ – это в первую очередь исследования для задач в рамках атомной повестки. На этих реакторах бассейнового типа исследуют материалы, накапливают изотопы для опытов и ядерной медицины, проводят ядерное легирование кремния, необходимого для производства электроники. И здесь же можно увидеть явление, которое завораживает не меньше, чем целый склад с топазами. Это знаменитое свечение Вавилова-Черенкова. Этот уникальный оттенок голубого возникает в прозрачной среде, например, в воде, когда заряженная частица движется со скоростью, превышающей фазовую скорость распространения света в этой среде.
Как и еще один элемент Калифорнии, которого в природе не существует, но который получают здесь. Самый дорогой металл в мире. Мощнейший источник нейтронов, необходимых для ядерной медицины, геологоразведки, промышленной дефектоскопии. Всего 1 микрограмм Калифорния дает около 2 миллионов нейтронов в секунду, а цена металла может доходить до $70 миллионов за грамм. Уникальность этого реактора состоит в том, что это один из 2 реакторов в мире, который нарабатывает изотоп Калифорния-252. Потому что необходимо длительное облучение стартовых изотопов для того, чтобы получить микрограммы данного изотопа. Это очень дорого. Производство радионуклидных источников и препаратов с каждым годом играет все большую роль в работе института. Уникальная реакторная и радиохимическая база позволяют получать и перерабатывать практически все реакторные радионуклиды, доступные сегодня. Сотрудники института – обладатели премии Росатома для молодых ученых. Их отметили за создание участка производства короткоживущих альфа-эмиттеров – это актиний и радий. Это уникальное производство. Такое производство актиния есть только в России в одном предприятии, кроме нас, это ФИ. Этот препарат используется для ядерной медицины, для терапии онкологических заболеваний, рака предстательной железы, молочной железы и других заболеваний. Какими должны быть реакторы будущего, конструкторы понимают благодаря анализу опыта настоящего. Отделение материаловедения создавалось для изучения свойств и характеристик изделий и материалов после облучения. Сегодня одна из центральных задач комплекса – исследование сборок энергетических реакторов, причем на всех уровнях. Электронная микроскопия позволяет увидеть межатомные расстояния в небольшом элементе отработавшей ТВС, а целиком сборку, которая в длину достигает 4,5 метров, можно изучить в этих камерах высотой 7,5 метров. Это экспериментальные сборки, которые эксплуатируются на Белоярской станции, а после эксплуатации доставляются сюда на исследование. Каждая сборка по-своему уникальна, каждая сборка доработала до своего выгорания. По измерению диаметра по длине ТВЭЛа мы определяем распухание топлива, изменение геометрии ТВЭЛа и так далее. Каким должно быть оборудование для атомных объектов, сотрудники института знают, пожалуй, лучше кого-либо. И отделение экспериментального и механосборочного производства обеспечивает изделиями и себя, и другие предприятия в разных отраслях промышленности, в том числе и в гражданской авиации. Подразделение накопило много компетенций. В настоящее время мы переводим номенклатуру с универсальных станков на станки с числовым программным управлением, а также на этих станках изготавливаем изделия, в том числе для нового самолета МС-21. Технологии и опыт, которые в Ульяновской области нарабатывались десятилетиями, сегодня приходят туда, где прежде вообще не существовало такого понятия, как атомная отрасль. В Боливии строится Центр ядерных исследований и технологий на высоте 4000 метров. И Российский институт в Димитровграде выступил для него и главным конструктором, и научным руководителем, изготовителем и поставщиком уникального оборудования. Это активная зона реактора, это транспортные системы, это вспомогательные системы безопасности. Фактически мы это спроектировали, изготовили и поставили это все в боливийской стороне. Сейчас завершен процесс поставки оборудования, идет шеф-монтаж на площадке. Впрочем, главная стройка для сотрудников НИАРа все же не в Боливии, а здесь, на территории института. Точно в установленные планом сроки продолжается возведение многоцелевого быстрого исследовательского реактора. Уникальный объект поможет российским ученым, которые занимаются широким кругом вопросов, от разработки новых реакторов до ядерной медицины. Одно из ключевых событий у нас в этом году – это завершение монтажа оборудования склада натрия. Большая часть оборудования первого контура смонтирована. Ну, а часть оборудования ждет своего часа непосредственно для установки. Запуска МБИРа ждут не только в России, ведь в мире сейчас нехватка исследовательских мощностей. А потому главной задачей на ближайшие десятилетия в институте видят сохранение и увеличение компетенций, которые создали предыдущие поколения российских атомщиков. Фокус внимания на модернизированной базе после реакторных исследований. К счастью,
Проектные запасы, имеющиеся, нам позволяют смотреть на такой срок. Мы должны говорить о сооружении, естественно, реактора НБИР. Мы должны говорить о сооружении нового бассейнового исследовательского реактора, который заместит выбывающие мощности наших бассейновых двух реакторов РБТ-6 и РБТ-10. Столетний юбилей институт встретит по-прежнему институтом, который исполняет очень важную для страны, для Родины миссию – обеспечивать научно-технический прогресс ядерной энергетики. Многоцелевой быстрый исследовательский реактор придет на смену другой реакторной установки Бор-60. Она работает больше полувека, но и сегодня вносит вклад в реализацию перспективных проектов. Бор-60 – это экспериментальный реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем. Его мощность 60 мегаватт, и это прототип АЭС малой мощности. Здесь проводят эксперименты по облучению конструкционных материалов. А когда будет запущен проект МБИР, проводить исследования в Димитровграде смогут в том числе и ученые из-за рубежа. Кооперация – самый эффективный и быстрый путь к науке 22 века. Проект МБИР – это взгляд в будущее на полвека минимум, ведь ресурсы современных реакторов позволяют продлевать срок их службы. К тому же здесь планируют вводить в строй новые объекты взамен тех, что отслужат свое. Да и мировая наука будет развивать направления, о которых сейчас мы не догадываемся, но можно с уверенностью сказать, исследовать эти сферы будут здесь.